Ответ за Киев. Зеленский отдал приказ. Россиян призвали приготовиться. Заявление Банковой. Спецоперация сорвана. Поражение аэропортов Москвы и удар по элите России. Что пошло не так? Боевая авиация НАТО открыла огонь. F-16 пошли на перехват. Ракетный обстрел техники Москвы. Где на этот раз? Массовый побег военных. Скандал ВСУ. В центре внимания Германия. Как стала тылом? Захват объектов в центре Киева. Вторая волна ударов по офису Зеленского. Громкий скандал на русском языке. Вооруженный захват. Контроль над арсеналом турецкого оружия утрачен. Ликвидация целого батальона войск США. Военные бьют тревогу. Набор немцев в армию через кебаб. И жуткая авиакатастрофа. Глава разведки и соратник президента погиб. Эти и другие новости в выпуске. Друзья, всем привет! Это «Время прятку», 21 августа на календаре. Всем спасибо за добрые слова, за вашу поддержку. Давайте начнем. Спецоперация в центре столицы. Громкий арест украинца в Варшаве. Задержанного подозревают в попытке взорвать представителя оборонной промышленности Украины, пишет «Виртуально Польска» со ссылкой на польскую контрразведку. Покушение готовили в Ирпене, Киевской области. По версии следствия, 63-летний мужчина заложил самодельную бомбу под автомобиль предполагаемой жертвы. Заряд должны были дистанционно привести в действие с помощью мобильного телефона, но механизм не сработал. После провала операции мужчина бежал в Польшу. Местные силовики установили его местонахождение и задержали в Варшаве при содействии украинских служб. Прокуратура обвинила украинца в покушении на убийство и незаконном владении взрывчаткой. Подозреваемому грозит пожизненное заключение. Следствие заявляет, он был завербован Россией. При этом, кто именно мог стать его жертвой, ни одна из сторон не сообщает. Военные НАТО открыли огонь. Боевая авиация Альянса, в частности F-16, ударили по технике Москвы. 20 августа Румыния вновь обвинила Россию в эскалации. Цель поражена в Черном море. Уничтожен морской беспилотник, обнаруженный примерно в 80 морских милях к востоку от Констанции и в исключительной экономической зоне страны, говорится на сайте Минобороны Румынии. Два истребителя пошли на перехват, один из них взял цель и открыл огонь. Но есть нюанс. Цитирую военных Румынии. По беспилотнику был открыт огонь из бортовой пушки одного из самолетов F-16, однако полностью уничтожить его не удалось. Впоследствии военнослужащие подразделения по обезвреживанию взрывоопасных предметов, находившиеся на борту судна, безопасно нейтрализовали беспилотник. Проведенная проверка подтвердила, что беспилотник был оснащен взрывным зарядом. Президент Румынии Нику Шордан поздравил военных с успешной операцией и заявил, что главным приоритетом была защита людей на платформе «Нептун-Альфа», которая считается ключевой морской производственной платформой румынского газового проекта «Нептун-Дип». При этом Дан напрямую обвинил Москву в том, что произошло. Действие на перегонки со временем, в котором абсолютным приоритетом была защита жизни людей, работавших на платформе, и сохранение критической инфраструктуры вне любой потенциальной опасности. Осуждаю со всей твердостью усиление подобных безответственных инцидентов со стороны Российской Федерации. Мы остаемся бдительными вместе с союзниками по НАТО, чтобы защищать себя и отражать подобные провокации. Повторный удар по столице. Киев пережил одну из самых длительных атак. В украинской столице 21 августа день траура. 16 погибших, десятки раненых. Первые удары начались еще вечером 19 августа и продолжались до вечера 20. Одна из главных целей не только инфраструктура, но и продовольствие. Как пишет New York Times, Россия переключилась с электростанций на склады, откуда продукты развозят по магазинам. Разбиты одни из самых больших логистических центров крупных сетей. Издание отмечает, после таких атак в киевских магазинах постепенно стали пропадать простые продукты. Впервые за годы войны. Тем не менее, украинский министр агрополитики Тарас Высоцкий уверяет, что дефицита не будет, возможно лишь короткие перебои. Сети рассчитывали заполнить полки к 24 августа, ко Дню независимости, но новые удары рушат эти планы. Сгоревший 20 августа склад форы компания открыла лишь неделю назад, взамен того, который Россия уничтожила 5 августа. Цитирую.
На протяжении многих лет полностью заполненные украинские супермаркеты были символом того, как страна старается сохранять нормальную жизнь под российскими обстрелами. Но за последнюю неделю торговые сети признали наличие дефицита. Сократились поставки молочных продуктов, мяса, свежих овощей и фруктов. В одном из небольших магазинов Киева из свежих продуктов остались только 6 размягших авокадо и сухая шелуха от нескольких луковиц и головок чеснока. Зеленский после этих обстрелов отправил сигнал Путину: России стоит приготовиться. Отдан приказ на ответный удар, который он назвал справедливым и дальнобойным. Это была цитата. Вместо бусификации человечный подход. На Банковой поручили новому министру обороны исправить ошибки прошлого. Евгению Хмаре, по словам Зеленского, поставлена задача: нынешний подход к мобилизации должен стать более человечным и системным. Изменения должны охватить не только набор людей, но и военные контракты, условия службы и ротации бойцов. Цитирую. Все, что касается мобилизации контрактов, все, что касается ротации наших воинов, нужны реальные решения, реальные предложения. Очень жду системной совместной работы на этом направлении вооруженных сил и Министерства обороны и более человечного и системного подхода к решению организационных вопросов в войсках. Сам же новый министр обороны Хмара пообещал убрать лишнюю бюрократию, ускорить принятие решений и усилить связь Минобороны с фронтом. Главным приоритетом он назвал людей. По словам украинского министра, в центре каждого решения должны быть жизни и здоровье военного, качество подготовки, обеспечения оружия, медицины и восстановления. Массовый побег. Уехали учиться, но решили остаться навсегда. Десятки украинских военных сбежали с немецких полигонов и ищут способ не возвращаться. По стране таких, возможно, сотни, пишет немецкое издание Zeit. Как показало расследование, только в одной федеральной земле, Саксония-Анхальт, местное МВД насчитало около 80 таких случаев с 2022 года. Речь о солдатах, которых Киев отправил в Германию на подготовку, а они воспользовались этим, чтобы не вернуться. По данным Zeit, Бундесвер сейчас обучает украинцев почти на 60 площадках – стрельбе, маскировке, азам военного дела. Всего с 2022 года через немецкие полигоны прошли около 29 тысяч украинских военных. Самовольный уход из части украинский закон считает дезертирством. Дома за это грозит до 12 лет тюрьмы, напоминает издание. Но по данным Zeit, до суда в Киеве большинство едва ли доедет. Мобилизованные делают ставку на убежище в Германии, где одно только разбирательство тянется год, а то и дольше. Масштабная операция Украины сорвана. Секретный план Киева парализовать московские аэропорты роем ИИ дронов сорвался из-за политических зачисток в Киеве. Об этом пишет издание The Atlantic. Украина разрабатывала дерзкую операцию под названием M&M's, планируя запустить до 1000 автономных БПЛА с искусственным интеллектом за ночь по московским аэропортам, чтобы полностью заблокировать авиасообщение. Расчет – лишить чиновников и олигархов России привычных рейсов за границу и заставить российскую элиту давить на Путина ради переговоров, говорится в материале. Сам Зеленский изначально опасался этой операции и возможных обвинений в пиратстве из-за возможного попадания дрона в пассажирский самолет и возможных жертв, но все же дал добро на подготовку. При этом в офисе президента сам план сейчас отрицают, называя информацию о ней полной чушью, уточняет Атлантик. Но также пишет, операция под кодовым названием M&M's сорвалась в июле, после того, как Зеленский уволил ее главного разработчика, министра обороны Михаила Федорова, говорится в материале. Один из источников, знакомых с планом, выразил надежду, что новый министр обороны продолжит проект. По его словам, команда попытается это сделать, и технически операция остается возможной. Однако для ее возрождения с новой командой потребуется примерно 3 месяца. Вторая волна удара по офису Зеленского – захват объектов в центре Киева. Антикоррупционные органы Украины опубликовали новую порцию расследования в рамках операции «Фемида». На этот раз о раскрытии масштабной рейдерской схемы, целью которой был захват компаний и контроль над недвижимостью в центре Киева. По версии следствия, организаторы, среди которых соратница Зеленского и нардепы, привлекли хакеров, которые под видом государственных регистраторов проникали в госреестры недвижимости
недвижимости вносили поддельные документы и переписывали предприятия с законных владельцев на подставных лиц. Так, участники схемы, по данным НАБУ, завладели активами примерно на 6 миллионов долларов, а позднее пытались получить еще около 5 миллионов. При этом отдельной целью была недвижимость в самом центре Киева стоимостью более 12 миллионов долларов. Уже захваченные активы пытались удержать через уголовные производства, аресты и процедуры банкротства. Следствие утверждает, что фигуранты пытались влиять на высокопоставленных сотрудников Минюста и добиваться нужных решений. Однако очередная попытка захватить дорогостоящие объекты в центре столицы сорвалась. Сотрудники Минюста отказались участвовать в этой операции. И вот после этого, судя по опубликованным НАБУ записям, между бывшим депутатом и уже экс-заместителем руководителя Офиса президента начинается настоящий скандал. Они на повышенных тонах выясняют, кто виноват в провале. На русском языке. Послушайте этот фрагмент. Я не знаю, кто против тебя мочит. Ты понимаешь, что я не понаписывала? Я тебе статью написала. Я тебя просил. Я статью написала. Ты не говорила про... А я что, 50 раз говорил? Про поддельное решение. Ты как не видела это? Мы убрали своего согласия, и ты сам... Потому что ты мне говорил, что все выполнять. Все будет выполнять. Я тебе на статью наговорила, понимаешь? Ты сама виновата. Ты сама виновата. Она все зафиксировала. Ты сама виновата. Арсенал вооружения захвачен. Судно с турецким военным грузом, в частности с оружием, средствами связи и спутниковым оборудованием для турецкого военного центра в Могадишо перешел в руки захватчиков. Пираты пошли в атаку. Нападение произошло у побережья Сомали, сообщает Associated Press. В вооруженном захвате участвовали 8 человек. Они смогли увезти сухогруз «Лутуф» под флагом Камеруна к другому участку берега. Позже к захваченному кораблю подошли 2 судна, принадлежащие Турции. За происходящим с воздуха следили турецкие вертолеты и беспилотники. Затем последовал авиаудар. 4 человека погибли, еще 2 получили ранения. Кто провел атаку и были ли погибшие связаны с пиратами, издание не называет. Судьба экипажа и оружия также остается неясной. Турецкие власти произошедшее пока не комментировали. По словам сомалийского чиновника, экипаж из 10 человек включал 6 индийцев, 1 гражданина Турции и 1 грузина и 2 сербских охранников. Ликвидация целого батальона военных США. Пентагон спешно сворачивает громкий эксперимент. Армия США решила ликвидировать экспериментальный штурмовой батальон беспилотников численностью около 600 военнослужащих, которые только в январе создали в Европе для освоения опыта войны в Украине. Подразделение на базе 173-й воздушно-десантной бригады должно было стать одним из главных полигонов Пентагона для отработки применения ударных и разведывательных дронов, наземных роботов и новой тактики боя против потенциального противника, пишет New York Times. Причиной краха столь амбициозной инициативы стала смена руководства в армии США. Цитирую. Ликвидация футуристического батальона дронов является частью более широкого подхода возврата к основам, инициированного генералом Кристофером Ланевым, исполняющим обязанности начальника штаба армии США, который тесно связан с министром обороны Питом Хексетом. Американские военные из нового батальона, который вскоре прекратит свое существование, изучали украинский опыт, а во время одних изучений на территории Европы были разгромлены представителями ВСУ, когда играли роль противника. Если смотрите меня постоянно, то ранее я рассказывал о подобном провале. Но сейчас процитирую. Батальон также взаимодействовал с украинскими операторами дронов на полигонах НАТО, в частности прошлой весной, когда украинские военные исполняли роль условного противника и нанесли поражение американской бригадной боевой группе во время учений в Европе. Издание пишет, что уже после учений Saber Junction в Германии в августе-сентябре батальон прекратит существование как специализированное подразделение БПЛА и вернется к задачам воздушно-десантной пехоты. Военные эксперты бьют тревогу. Расформирование батальона может затормозить развитие армии США, тогда как опыт Украины показал ключевую роль дронов в современной войне. Из кебабной в войско. Германия ищет десятки тысяч новых военных и нашла необычный способ пополнить армию. Рекламу Бундесвера начали печатать прямо на обертках от кебаба.
Пока вы едите сочное мясо, есть возможность отсканировать QR-код, который находится на обертке. И именно так потенциальный кандидат попадает на страницу набора в медицинскую службу немецкой армии. В Минобороны объясняют, так хотят добраться не только до молодежи, но и до квалифицированных специалистов и немцев, которые задумались о смене профессии, пишет издание «Политика». Из-за необычной кампании стоит вполне серьезная проблема. Германии необходимо резко увеличить численность вооруженных сил для выполнения новых целей НАТО. Сейчас в Бундесвере служат около 187 тысяч человек, а к 2035 году Берлин намерен довести численность армии до более чем 260 тысяч, то есть найти еще свыше 70 тысяч военнослужащих. Обертки от кебаба являются частью того, что министерство называет ambient-рекламой. Рекламных материалов, размещаемых в местах, где потенциальные кандидаты проводят свою повседневную жизнь. Сами кебабные за это не получают оплату, а владельцы заведений добровольно соглашаются распространять материалы, сообщило министерство. Большая потеря для президента. Соратник главы государства мертв. Авиакатастрофа в Африке. Глава разведки погиб. В Кении разбился чартерный вертолет «Еврокоптер». На борту находились 7 человек, не выжил никто. Среди погибших глава Национального разведывательного центра Эквадора Микеле Сенси Контуги и его супруга. Вместе с ними погибли 4 американцев и пилот. Машина рухнула возле горы Оло-Локве и была практически уничтожена. Гибель одного из ключевых соратников президента Даниэля Нобоа потрясла Эквадор. В стране объявлен 3-дневный национальный траур, государственные флаги приспущены, власти готовят государственную церемонию прощания. Проверят каждого. Брюссель готовит разъяснения для всех стран ЕС, что делать с теми украинцами, которые впервые просят статус защиты из-за войны. В центре спора военный статус Украины. Европа накануне открыто заявила, теперь будут проверять законность выезда из Украины не только у мужчин, но и у женщин. Все пройдет без разделения заявителей по полу, но речь не о туристах, а о просителях защиты. При этом каждое заявление рассматривают отдельно власти конкретной страны. Еврокомиссия уже направила государствам ЕС ответы на основные вопросы. Более подробные инструкции сейчас дорабатывают и обещают опубликовать в ближайшие недели. Теперь практическая оценка каждого отдельного случая относится к компетенции соответствующих национальных органов государств-членов ЕС. Именно они должны применять новые правила и проводить проверки. Важно отметить, что решение Совета ЕС не делает различий между мужчинами и женщинами. Напомню, речь идет о прохождении военной службы сейчас или в прошлом. Таким образом, никаких различий между мужчинами и женщинами нет. Друзья, спасибо большое вам за поддержку. Напомню, мне всегда приятно, если вы оставляете лайк, если вы подпишетесь на канал и будете смотреть другие выпуски, которые уже опубликованы на канале «Время Прядков».